Каждый так или иначе строил что-либо в Майнкрафт, будь это землянка или громадный замок, который игрок в жизни не будет использовать во всей красе. Хотя, кто знает. В любом случае для постройки используются самые разные блоки. Например, землю. Не, ну а что? Тоже блок. Нубики любят его использовать. За последнее обновление блоков было добавлено большое количество. Ни один дроп не обходится без новых строительных материалов, что дает строителям новые возможности. К примеру, нам не хватало такого оттенка белого. И вот, теперь он есть. Но много чего еще не хватает. Именно поэтому сегодня будут затронуты темы блоков, цветов и вертикальных полублоков. Майнкрафт — это песочница, это главное ее оружие. Выживание не такая важная часть, как этот факт. Только благодаря тому, что игра имеет такие огромные возможности в модификации и дает ей стоять спустя столько лет на плаву. А частью песочницы является возможность перестраивать как вам угодно каждый миллиметр игры, если захотите. То есть и разрушить Bedrock будет возможность, главное знать как. Из добытых блоков выстраиваются механизмы, дома, заводы, ваш мир как белый холст, который вы заполняете красками. А от того, смотреть на них без восхищения не выходит. Получается, строительство Майнкрафт — это целое искусство. Но несмотря на все величие построек, такими красивыми они были не всегда. Раньше и навыки были хуже у игроков, и сами строительные материалы. С ностальгией вспоминаю старые постройки. Тем не менее, с каждым обновлением блоков становилось все больше и больше, а в качестве текстур они ничем не уступали предшественникам. На данный момент умелое использование блоков дает вам возможность создавать шедевры, которые и не снились раньше. Есть множество каналов с постройками, где игроки заимствуют идеи или просто вдохновляются. Да что тут говорить, я и сам зачастую такие видео просматриваю для заимствования оригинальных идей для построек. К слову, если говорить о большом количестве новых блоков, то у меня явно есть любимчики из этого списка. Например, глубиносланец зачастую используют для дорог. Хотя не сказать, что другие постройки обходятся без него. Уж очень полезный блок. А вот дерево занимает отдельное место в этом топе. Каждая древесина сильно дополняет строительство. Говорить про какое-то конкретно нет смысла, ведь каждая из них полезна. После того, как я рассказал про свои любимые блоки, мне стало интересно послушать и про ваши. Пишите в комментариях под видео о блоках, которыми вы пользуетесь чаще всего. А я прочитаю. Помимо большого количества блоков, теперь есть одна важная деталь, которая изменила строительство навсегда. Одной из давних проблем — это старые текстуры, которые были визуально грязными. Только посмотрите на них, особенно на гравий, так сразу и не поймешь, что это он. А если уже долго играешь на версиях старше 1.13, то и подавно. После обновления текстур постройки стали красочнее, да и не только они, но и сам мир Майнкрафт. В путешествии ты чувствуешь полноценность и свежесть этого мира. Он одарил игроков новыми ценностями. Думаю, если обновят анимацию у всех мобов, эффект получится схожий. Невзирая на то, что в современном Майнкрафте много чего добавили, и казалось бы это хорошо, но большое количество разных блоков тоже имеет свою проблему. Точнее будет сказать, большое количество разных видов блоков. Однако дело тут не в полублоках или ступеньках, а в костре. Секунду, сейчас объясню. Раньше, чтобы построить тот же костер, приходилось заморочиться и придумать, как его реализовать. Ведь на тот момент его не было. А сейчас взял и тупо поставил блок. Как вы уже могли понять, я говорю о креативности игроков. Именно такой политики придерживается Mojang, и поэтому никогда не добавит мебель или вертикальные полублоки. Или уже добавили. В снапшотах версии 1.21.9 добавили такую штуку, как полки для предметов. Сама по себе полка очень полезна и может применяться в разных ситуациях. Например, таких как строительство. Ее можно использовать для вывесок или же для тех самых вертикальных полублоков. Их модель по высоте в один блок. И вот одна лишь боковая сторона полностью прилегает к другому блоку. Другие нет. Точно так же, как это делает люк. В отличие от люков, полки толще, что дает ощущение полублока. Можно ли это считать официальным добавлением вертикальных полублоков? Думаю, да. Мы тут все болтаем о уже существующих вещах, но каких блоков не хватает? Мне вот кажется, надо обязательно сделать плиты и ступени для терракоты. Такой отличный блок, но увы, для него не существует альтернативных вариаций, которые можно бы было использовать. Казалось бы, очевидная вещь, а вместо этого добавляют медный факел, который зеленого цвета, хотя его цвет очень легко объясняется. Вот интересно, а какие цвета еще могут быть у блоков, чтобы скрасить строительство? Мне кажется, всех уже достаточно, хотя придумать что-то новое всегда можно. Кстати говоря о цветах, некоторых не различают, и для них найти яйца для призыва мобов сложная задача. Но с недавней версии это было исправлено, и теперь каждое яйцо имеет свою уникальную текстуру, напоминающую моба.
Что касается и красителей. Теперь каждый краситель разной формы и выложен на дощечку. Зачастую игроки скачивают ресурс-паки, чтобы это исправить, но разработчики активно этим занимаются. Думаю, на подходе будут новые текстуры для зелий и книг зачарований. Очень интересно, как именно будут они выглядеть, когда их обновят. Я вот сейчас использую ресурс-пак для книг, чтобы легче было их различать в сундуках или на крайняк в креативе. Вот, например, починка. Именно из-за нее я выбираю конкретно этот ресурс-пак на книги. Уж очень нравится. Изучая тему с изменением текстур у яиц и красителей, я заметил тот факт, что их обновление соответствует теме дропа. Яйца призыва соответствуют весеннему дропу, где дополнили атмосферу игры, и в особенности обновили мобов. Красители соответствуют ничему, моя теория провалилась с треском. Никакого вам комбат-апдейта. Майнкрафт постоянно изменяется, а значит и строительство тоже. В игру было внесено масса изменений для облегчения той или иной задачи, например, подмостки или же дружелюбный гаст, которого очень удобно использовать. Иногда и не только может этому способствуют, но и мододелы, которые явили нам на свет лайтматику. Представить строительство огромных проектов без нее на данный момент сложно, память не настолько хорошая. А как много красок и блоков нам подарили. Города игроков преобразились в разы, так же как и город на сервере Quant, о котором можно почитать в телеграм-канале, ссылка в описании, там есть что посмотреть. Помимо построек, много чего еще изменилось в Майнкрафт, о котором ты точно не знаешь. Об этом я рассказал в своем прошлом видео, к просмотру рекомендовано. А пока ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также посмотрите старые видео, они тоже интересные. Хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот, еще что. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.